Трудяги, всем привет! В этом видосике мы с вами поговорим про топ-5 фишек в Таркове. То есть я сюда буду относить вещи, о которых мало кто знает и которые очень полезны в игре. Итак, погнали. Первое, о чем хочется поговорить, это о том, что вы можете стрелять от бедра и при этом прицеливаться. Ребят, как это выглядит? Это, на мой взгляд, очень полезная тема, которую есть смысл изучать. Я на своих стримах ее не практикую, но я очень хочу ее добавить в постоянный файт. Часто бывает, что вы видите оппонента, начинаете по нему зажимать, вот, и понимаете, что ваши патроны идут не туда, куда надо, понимаете? И вы можете сделать вот так. Видите? Вы можете стрелять и при этом прицеливаться. То есть вы стреляете от бедра, при этом вы прицеливаетесь. Вы зажали, видите, что попадаете плохо и корректируете. То есть как это сделать? Вы просто зажимаете левую кнопку мышки, да, ну, которая у вас стрелять. И в этот момент, когда у вас зажатая кнопка, нажимаете правую кнопку мыши. И при этом не отпуская левую, да, понятно? То есть есть вот такой способ. Это, грубо говоря, прицельная стрельба от бедра, назовем ее так. Это очень полезная штука, это нужно уметь, это нужно практиковать. И, на мой взгляд, это улучшит вашу игру. Парни, очень часто бывает, что вы смотрите мой видос и забываете мне прожать лайк. Я вас очень прошу, прожмите его сразу, потратьте пару калорий. Я вас уверяю, видос будет годный, вы каждый для себя что-нибудь подчеркнете новое в этом видосе, он вам поможет обязательно. Фишка номер 2. Все игроки в Таркове, которые более-менее знают эту игру, и которым нравится эта игра, и которые хотят в ней развиваться, хотят играть более лучше, все слышали про дальний прыжок. В Таркове вы можете сделать дальний прыжок. То есть вы можете оттолкнуться, дальше, чем обычный прыжок. То есть вы можете прыгнуть намного дальше. Это вам позволит запрыгивать на определенные уступы, на определенные бочки, играть, скажем так, по-другому. Пикать оппонента более правильно, более профессионально, делать распрыжки небольшие и тем самым улучшить свой геймплей, улучшить свою игру. Как его сделать, ребят? Вначале у вас персонаж стоит ногой спереди. Видите, у него все время левая нога спереди. На левой ноге дальний прыжок не получится. У вас должна стоять исключительно правая нога. Видите, вот он правую ногу хоп поставил. И вы должны прыгать этим дальним прыжком исключительно на правой ноге. На левой ноге у вас не выйдет. И для того, чтобы это сделать более стабильно, вы должны привыкнуть к таймингам данного прыжка. Вы должны привыкнуть, грубо говоря, когда вы стоите направо. Видите, вы идете, и он все время одинаково на правую ногу становится. Вы можете считать там на подсчет, например, как угодно сделать, да, или просто вниз камеру опустить, смотреть на ноги. Я, например, просто привык. Как это сделать? Я часто делаю именно самый первый прыжок. Далее у меня бывает не выходит, но самый первый прыжок у меня практически всегда получается. Потому что есть понятный тайминг для меня. Грубо говоря, 3 секунды, и вы должны прыгать. Как его сделать? Вы должны нажать в этот момент кнопку W, это у меня идти, то есть вы должны идти вперед. Нажать Shift, это вы должны бежать. Да, и нажать, соответственно, пробел. То есть вы должны нажать 3 кнопки. Вы должны быть, опять же, на правой ноге, понимаете? И вот вы бежите, прыгнули. Еще раз, и еще раз. То есть вы должны, ребят, понимать тайминг прыжка. То есть когда вы научите понимать тайминг, вы должны просто немножечко выйти в ПВЕ, попрактиковаться. И вы можете также смотреть за своими ногами. Бежать вот так. Можно убрать, например, пушку, чтобы она не мешала. Вот, и бежать вот так. То есть вы должны в момент, когда вы на правой, успеть нажать Shift и пробел. Все, в принципе, и у вас получится. Вот, практикуйтесь, и у вас будет выходить каждый раз этот прыжок. Вот, правой бежим. На правую нажали, прыгнули, видите? То есть ничего тяжелого в принципе нет. Нужно просто практика. Я думаю, где-то, не знаю, полчасика, и у вас первый прыжок будет стабильный. То есть его довольно тяжело использовать в спринте. То есть когда вы бежите, много раз прыгаете. Но легко использовать самый первый прыжок. Вот, возьмите это на вооружение, это вам поможет. Фишка номер 3. Фишка будет называться правильное пикание от правого плеча. О чем хочется сказать? Что у вас персонаж держит оружие справа, видите? То есть у него, грубо говоря, руки уходят под правое плечо. И вы должны это понимать. То есть в момент, когда вы стреляетесь, вы хотите кого-то убить там от бедра, вам придется, например, если там враг, выйти, видите, вот вы сейчас выходите, и враг вас видит. А вы можете стрелять по нему только с помощью Q. Тем самым сильно под него подставляясь.
То есть, если вы хотите сыграть активно и хотите сыграть на победу, вы должны взять для себя залог, что выходить стреляться с вот этой стороны, когда у вас пушка справа, угол слева, нельзя. Потому что вы будете выходить, вас уже будут ждать, и пока вы выйдете, прицелитесь, по вам уже 250 раз выстрелят. И вы должны понимать, что когда вы так стоите, выходить на типа вот здесь будет крайне опасно. В этом случае вы можете просто его дергать плечом, чтобы он по вам стрелял, или просто уйти в другую позицию и занять такую позицию, ну или просто вот кара стоит, забежать сюда и пикать уже с правого плеча. Видите, чтобы у вас оружие было с правой стороны и угол справа. Тем самым вы сразу выходите и можете сразу в типа префить, даже не выходя на него. Это очень важно, ребят. Вокруг этого нужно постоянно играть. Это нужно знать. Вот, или вот этот угол вы выбираете, вот этот тип, если вы там стоите, просто берет колоссальное преимущество перед вами. То есть ему не нужно QE-шить, он вас просто ждет. А вы по нему выстрелить не можете, потому что вам нужно сильно подставиться, сильно выйти. И в это время, пока вы выйдете, по вам будут стрелять. Соответственно, у вас высокий шанс умереть. Поэтому возьмите себе на вооружение, если вы стреляете с типом, то только выходя на правую сторону, под правое плечо. Не под левое, как здесь. Вот здесь. А только под правое. Если же у вас не подходит сторона, возьмите позицию под правое плечо. Надеюсь, вам это поможет. И лично я так и играю. То, что я вам сейчас говорю, это залог победы. Это одно из самых главных правил стрельбы в Таркове. Это очень важно, это стоит понимать. И вокруг этого стоит играть. Фишка номер 4. Она связана с гранатами. Вы можете взять гранату, поставить ее в карманы и кнопкой 678, наведя, да, на эту самую гранату, назначить себе ее на быстрый доступ. Да, вот они у вас внизу подсвечиваются здесь. Если вы опять же включили в настройках игры, вот здесь всегда показывать элемент интерфейса. Вот. Далее вы нажимаете, например, ту же самую шестерку, зажимаете левый клик. Вот, и у вас такая происходит анимация. То есть вы готовы кинуть гранату. Вы достали чеку с гранаты, выдернули, да. И сейчас у вас граната без чеки. Если вы в таком положении умираете, то граната падает под вас. И вы, скорее всего, забираете оппонента, если он, грубо говоря, вас будет в этот момент рашить. То есть вам не обязательно в него кидать. Вы просто вот так выходите на типа, он вас убивает, под вами падает граната, например, которая взрывается через 2 секунды, новая. И, скорее всего, тот оппонент, который вас наказал, взрывается, ребят. Это такой способ, знаете, если вы хотите, чтобы у вас лут под страховки вернулся, вам такая плачевная максимальная ситуация, вы чувствуете, что вы сейчас умрете, вы можете так вот сыграть. Что хочется еще сказать. Вы можете в момент метания граната нажать, например, кнопку, да, и нажать вместо левой, как только что нажимали, нажать правую кнопку мышки. И тем самым кинуть гранату недалеко. Вот, возможно, кому-то это пригодится, возможно, вы про это не знаете. Это, в принципе, еще одна методика метания гранат. Мало кто ее использует, но вы должны об этом знать, что так можно. То есть он просто кидает гранату недалеко. Фишка номер 5. О чем еще хочется поговорить. Ребят, в этой игре можно передвигаться беззвучно. Я считаю это багом, и я это говорю в видосике для того, чтобы, возможно, разработчики на это обратили внимание, что есть такие баги, и, возможно, это понерфили. Возможно, они считают это нормальным. Но в любом случае, я считаю, об этом должен знать каждый. Итак, когда вы нажимаете кнопку Caps Lock, то у вас сразу скорость падает. Видите, у вас слева. То есть сейчас вы двигаетесь максимально, нажали Caps Lock, двигаетесь минимально. То есть не обязательно крутить колесико мышки для этого. То есть если вам надо быстро это сделать, то кнопка Caps Lock вам поможет. Возможно, вы об этом не знали. Дальше, что вы должны знать? Если вы нажимаете Caps Lock, и у вас скорость минимальная, и быстренько направо клацаете вот так вот кнопку, то есть не просто идете вот так, а клацаете на правую кнопку вот так, то вы двигаетесь вообще без звука. Вообще вас не слышно. То есть вас вообще, вы просто как будто летите. У вас звука от вас нету, ребят. То есть вы нажали Caps Lock, на минималку упали и вот так вот пошли на подкрадухах. Вас не слышно. Дальше, о чем хочется сказать. Даже на максимальной скорости, на максимальной, вы можете нажимать все равно на правую кнопку. Вот, видите? Я даже такие довольно большие стрейфы делаю, и меня не слышно. Но что хочется сказать, что это движение нужно для того, чтобы вы сами могли слушать. То есть, например, что у вас шаг не заглушал типов. То есть, чтобы вы когда идете, вы
Слушайте, тем не менее, и сразу двигайтесь. Для того, чтобы вы просто могли слушать. Но большое заблуждение думать, что вас не слышно. Когда вы это не делаете на капслоке, на полных спидах, да, то вас люди слышат. Но при этом вы тоже не слышите в ушах. То есть это довольно полезно. Вы можете с помощью этого просто передвигаться по локации, более внимательно все слушать. И тем не менее, ну, более-менее контролировать карту, да. Вот, возьмите эти все фишки себе на вооружение. Я уверен, они вам помогут. Парни, я надеюсь, эти 5 фишек помогут улучшить вашу игру. Если вам понравилось, поставьте мне, пожалуйста, палец вверх, подпишитесь на мой канал, прожмите колокольчик, если он у вас не прожат, чтобы видеть, когда у меня выйдут новые ролики. И заходите ко мне на Twitch. У меня стримы каждый день по 7-8 часов. Я играю в Тарков и охочусь за ЧВК. Поэтому заходите, буду всех рад видеть. До новых встреч, всем пока.